Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В этом видео покажу, как обработать края капризных тканей. Скользких, струящихся, всех тех, которые сразу не ложатся так, как нам нужно. Таким образом обычно обрабатывают низ изделия, но бывают исключения. Используя этот метод обработки, вы упростите себе швейную жизнь. Приступим. В некоторых капризных тканях бывает проблематично обработать края изделий. Это могут быть такие ткани, как атлас, шелк и так далее. Наглядно мы можем видеть это на вот этом примере. Если слегка сдвинулась ткань и вовремя не остановиться и продолжить прокладывать строчку, то волны начнут появляться все больше. И если вот в этом месте мы бы еще смогли выгладить ткань до приемлемого состояния, то вот эти волны мы уже хорошо не выгладим. Этот пример я сделала без прокладывания дополнительного шва, сразу подвернув край изделия дважды. Если подвернуть край изделия дважды и сразу проложить строчку аккуратно, без смещения ткани и, соответственно, без возникновения волн не получается, то можете использовать этот лайфхак. Мы подворачиваем ткань один раз. Я в данном случае подверну ткань на 5 мм, фиксируем и прокладываем строчку на 1 мм от сгиба. Здесь важно лишь не отвлечься и не проложить строчку на 1 мм от этого края, просто по привычке. Для удобства на машинке можно подредактировать положение иглы, сдвинуть ее влево или вправо. Но не во всех машинках есть такая функция. Например, моя прошлая машинка могла менять положение только в одну сторону. Если у вас нет функции изменения положения иглы, вам нужно будет подобрать удобную для вас лапку или можно наклеить изоленту в качестве ориентира. И делать это изначально на образцах. Проложили строчку. Теперь загибаем ткань второй раз. И будем прокладывать строчку ровно поверх уже имеющейся строчки. Так строчка выглядит с изнанки. Проложим двойной слой нити. И так строчка выглядит с лица изделия. Также учитывайте, что некоторые капризные ткани, особенно очень тонкие, не любят закрепки. Это значит, что они рвут ткань. И закрепки делать нужно вручную, а для этого оставлять достаточную длину нити. В остальных же случаях не забывайте делать закрепки. Это быстрее, чем вручную, и надежно. Я здесь сделала подворот достаточно широкий. Но если у вас, например, юбка полусолнце, штрихами я отметила предполагаемый низ изделия, и обрезана она с учетом припуска. Длина этого низа изделия будет меньше, чем край припуска. Ну, предположим, здесь будет 100 сантиметров, а здесь 120. При таком варианте обработки низа изделия нужно делать подгибку буквально пару-тройку миллиметров, потому что в ином случае ткань пойдет волнами из-за большой разницы в длине. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было информативным. Подписывайтесь, ставьте лайк. Также буду рада вашей обратной связи. Шейте с удовольствием и будьте стильными.